Глава 636. Свадьба. Весть о смерти Цзин Уина распространилась по армии, как чума. Особенно, когда он достиг центральной армии от армии фронта, это заставило все выражения высокопоставленных членов Альянса армии Большой Сухой Империи измениться. Такого они никак не ожидали. Цзин Уин был не просто королем Большой Сухой Империи, он был также великим полководцем, который занимал одну из самых высоких должностей в армии. Забудь о фронтовой армии. Большой Сухой Император был полон ярости, но он мог сделать только это. Хотя, как император, он не мог показать эмоции, все показал за него подлокотник его трона, который быстро покрылся трещинами. Приведи 50 тысяч драконьей кавалерии из центральной армии и переформируй атакующий строй. Я лично буду командовать авангардом, и армия будет готовиться к атаке. Все поняли, услышав это. Большой Сухой Император был совершенно взбешен. Авангард — это та часть армии, которая легче всего переносит крупные потери. Поэтому армиям Альянса было не слишком удобно находиться в авангарде. Но авангард Большой Сухой Империи уже погрузился в хаос, поэтому они выслали 50 тысяч солдат. Это неизбежно вызовет еще больший хаос в армии Большой Сухой Империи и увеличит их потери. Большого Сухого Императора это не волновало. Свирепо разъяренный он хотел только одного — поскорее закончить эту битву. Армия Большой Сухой Империи пребывала в хаосе. Хотя сторона Чудо-города поглотила большую часть их сил и едва могла обороняться, а также не позволяла им атаковать, было нелегко переформировать большую армию. Большой Сухой Император обошел рассеивающийся авангард, чтобы атаковать врага, собрав среднюю, заднюю, левую и правую армии. Пройдет по меньшей мере полдня, прежде чем они сумеют справиться с хаосом. Но в это время раздался скрежещущий звук. Это было похоже на валун, брошенный в пространство позади армии Чудо-города, когда колебания появились в самом пространстве. Наконец, она постепенно превратилась в гигантские ворота. Армия Большой Сухой Империи никогда раньше не видела космических врат, но они чувствовали мощную пространственную энергию, исходящую от космических врат. Что это была за штука? Почему вдруг появилась такая мощная энергия? Это плохо. Быстро атакуйте. Уничтожьте ворота. Большой Сухой Император вспомнил некоторые слухи из тех времен, когда Чудо-город умиротворял подземный мир. Поначалу он верил в это лишь наполовину, но никогда не думал, что в мире действительно существует нечто подобное. Поэтому он должен был атаковать еще до того, как собрал свою армию. Армия устрашающего масштаба бросилась вперед. Ланселот нахмурил брови, видя это: вражеская армия слишком велика, мы будем избегать их сейчас. Повелитель драконов согласился с идеей Ланселота. Космические врата появились так далеко, что Большая Сухая Империя не могла остановить их открытие. Поэтому, как только война достигла этой точки, не было никакого ожидания вообще. С тем, что произошло дальше, лес хаоса просто обеспечит поддержку, поскольку поле боя превратилось в битву между империями. Слишком поздно Большой Сухой Император почувствовал, как космические врата стабилизировались и из них вышло мощное давление, когда появились армии 6 империй. Могучие драконы, могучие пожирающие душу звери, могучие однорогие священные звери, самые элитные силы континента внезапно заполнили это пространство. Армии 6 империй сражались независимо друг от друга. Хотя их было немного, все они были элитой, поэтому быстро продемонстрировали свою боевую мощь. Армия Большой Сухой Империи даже не имела возможности приблизиться. 20 тысяч драконов драконьей территории ворвались первыми. Они не отпустили ни одной атаки, так как объединились, чтобы высвободить свою мощь. Драконья мощь была особой способностью драконьей расы, она действовала как сдерживающий фактор духовной сферы, непосредственно разрушая умы низкоуровневых демонических зверей. Враги могли только лежать на земле, дергаясь, не в состоянии двигаться вообще, полностью подчиняясь прихоти расы драконов. Армия Большой Сухой Империи состояла в основном из воздушно-десантных подразделений, и немногие из этих солдат имели способность летать самостоятельно, поэтому у них не было выбора, кроме как зависеть от летающих демонических зверей. Как только волна драконьей мощи была выпущена, она достигла существенных эффектов, намного лучших, чем любые атаки. Армия Большой Сухой Империи снова погрузилась в хаос. Армии 6 империй продолжали появляться, и они начали свою первую волну атак. Однорогие священные звери темного ночного леса были самыми быстрыми. С мудростью нескольких старейшин темных ночных эльфов они собрались вместе. Впереди шел один рогатый король, который обладал властью эксперта в 7-м слое небесных владений. Вся армия выпустила яркую силу, которая сформировала меч, покрытый священным светом, бросаясь на врага с невероятной скоростью. 20 тысяч драконов драконьей территории следовали за ними. Раса драконов была могущественной и древней расой,
поэтому даже когда их не хватало, они могли легко сокрушить своих врагов. Армия Большой Сухой Империи столкнулась с этой ужасающей атакой и была повержена в замешательство. Раздались жалобные крики и вопли, которые заполнили небо, когда плоть и кровь обрушились вниз, как буря. Несколько десятков тысяч живых существ окрасили землю в ярко-красный цвет. Однорогие священные звери темного ночного леса были редкими демоническими зверями, приписываемыми жизни. Их рога могли соединяться со своими союзниками, и всякий раз, когда один из них был ранен, пока это было в пределах предела, они могли разделить его со своими союзниками и использовать целительную энергию, содержащуюся внутри, чтобы быстро исцелить себя. Зверь, пожирающий душу из моря преисподней, был своего рода чудовищем, имя которого люди боялись даже слышать. Этот вид монстров мог проглотить души на поле боя, чтобы освободить немертвых монстров. Хотя эти немертвые монстры не будут жить вечно, их сила была сравнима с прежней. Это тоже значило, что солдаты Большой Сухой Империи, которые погибли, пока их души не рассеялись, пожирающие души звери могли использовать свою силу нежити, чтобы заставить их снова появиться на поле боя. Эта способность не только увеличивала их силу, но и снижала их боевой дух. Армии Луны Ветра, Пылающих Небес и Диких Зверей тоже не были простыми. Это сражение продолжалось еще полдня, прежде чем Большая Сухая Армия Империи окончательно распалась. Империя Воющего Неба и Альянс Горцев увидели тяжелые потери и вывели свои оставшиеся силы. С двумя его союзниками, уже уходящими, как мог Большой Сухой Император найти какую-либо ценность в борьбе с ними в одиночку, другого выбора не было. Это сражение было полным провалом, когда Большой Сухой Император собирался уходить. Кто-то появился у него за спиной. Это был великий старейшина драконьей расы Боцзин. Энергия, которую невооруженный глаз не мог удержать, вырвалась из его рта, и Большой Сухой Император почувствовал, что его сбивают с ног. Он упал с неба на землю и проделал большую дыру в склоне горы. Вы все на самом деле, Большой Сухой Император никогда не думал, что 6 персон уровня Императора будут атаковать одновременно. Если он сражался с ними в одиночку, Большой Сухой Император не боялся никого из них, но против всех 6 у Большого Сухого Императора не было никакой надежды победить. Не говоря уже о том, что среди 6 Король Преисподней и Великий Старейшина Дракона были пиковыми существами среди персонажей уровня Императора. Большой Сухой Император был решительным человеком, немедленно сжигая часть своей сущности кровью. Большой кровавый туман поднялся из каждой поры его тела и мгновенно распространился во все стороны, как чума. Каждое живое существо, покрытое этим кровавым туманом, сожгло бы кровь внутри своего тела, и они выпустили бы кровавый туман во взрыве. Этот кровавый туман продолжал распространяться, достигая нескольких тысяч метров. Выражение лица Юнис стало уродливым. Это искусство сжигания души кровавого демона. Он действительно пожертвовал частью своего развития, чтобы использовать эту злую и ядовитую технику побега крови. Кровавый туман Большого Сухого Императора убил по меньшей мере несколько тысяч солдат, причем большинство из них были из армии Большой Сухой Империи. После того, как кровавая эссенция этих солдат была зажжена, они, наконец, превратились в силу, которая вошла в Большого Сухого Императора, позволив ему улететь к горизонту подобно метеору, мгновенно исчезая из виду. 6 персон уровня Императора атаковали одновременно, чтобы остановить кровавый туман, который, казалось, окутал бы все поле боя. Когда они, наконец, работали вместе, чтобы подавить кровавый яд, Большой Сухой Император уже исчез. Черт возьми, он сбежал. Лицо Императора Диких Зверей было полно ярости. Позволив другой стороне сбежать с 6 людьми, окружавшими его, это лишило их лица. Конечно, Император Диких Зверей не подумал, как выглядит император, сбежавший и бросивший свою армию. Это просто позор для своей страны. Такого никогда не случалось с тех пор, как была создана Большая Сухая Империя. Даже в истории континента такое случалось крайне редко. Все расслабьтесь, он не может убежать. Перед ними появилась элегантная фигура. Это был никто иной, как король лесных эльфов Ланселот. Ланселот возник в воздухе и высвободил свою энергию, создав в воздухе серебряные песочные часы. В тот момент, когда появились эти песочные часы, они вызвали появление следов техники побега крови. Хорошо. Пылающий небесный император разразился смехом. С врожденной энергией времени этого эльфийского короля, показывающей нам путь к отступлению, даже если он побежит на край земли, он не сможет убежать от нас. В погоню. 6 персон уровня императора привели Ланселота в погоню за Большим Сухим Императором. Битва на поле боя все еще продолжалась. Империя Воющего Неба и Высокогорный Альянс уже бежали. Даже Большой Сухой Император сбежал,
Поэтому, когда армия Большой Сухой Империи столкнулась с мощной армией союзников 6 империй, их боевой дух полностью рухнул. Нет, они не только потеряли боевой дух, их охватило отчаяние. Даже Большой Сухой Император не мог устоять. Останется ли у империи лицо, чтобы существовать в этом мире, Большая Сухая Империя определенно придет в упадок после этой кампании. Когда армия Чудо-города посоветовала другой стране сдаться, не было никаких колебаний в оставшихся более чем 200 тысячах остатков, которые одновременно бросили свое оружие. Сюда входили даже элитные легионы вроде армии Ястреба Золотого Дракона. Чутянь не смотрел на остальную часть боя, потому что ему было совершенно ясно, что, когда появились подкрепления из 6 империй, его миссия уже была выполнена. Можно было представить себе, что произойдет в этой битве, даже если они будут думать об этом пальцами ног. Чутянь должен был сделать что-то в сотни раз более важное, чем эта битва и его свадьба. Когда Чутянь воспользовался транспортным свитком, чтобы вернуться в город Западного моря, весь город Западного моря был наполнен радостью, а не выглядел встревоженным, как будто они были готовы к вторжению могущественного врага. Над прекрасным Хрустальным заливом летали десятки воздушных кораблей, подвешенных на несравненно больших экранах, каждый из которых показывал то, что Чутянь и Мэн Ин испытали вместе. Конечно, это были снятые воспоминания, и, чтобы сделать их более художественными, многие важные детали были изменены. Весь город Западного моря был посвящен свадьбе городского лорда Чудо-города, все жители вышли на нее. Они пели, и тысячи эльфов танцевали под их пение. Хрустальный дворец морпехов был полностью украшен для свадьбы. Всевозможные крупные персоны съехались со всех уголков континента, только чтобы засвидетельствовать эту свадьбу, которая могла бы изменить историю континента. Но эти люди недолго пробыли в городе Западного моря, когда узнали о том, что Большая Сухая Империя объединилась с Горным Альянсом и Империей Воющего Неба, чтобы собрать миллионную армию для нападения на город. Эта информация мгновенно вызвала у них панику. Мощь 3 держав имперского уровня, образующих армию вместе, была немала. Западный морской город был западным стратегическим пунктом Лесного Альянса, его оборона могла сравниться только с обороной столицы воюющего королевства. Может ли такой город блокировать атаки 3 империй, работающих вместе? Эти люди беспокоились о своей безопасности, но они также беспокоились о том, будет ли свадьба отменена или отложена. Это была не просто свадьба, это был также день открытия континента чудес. Миллиарды людей на континенте ждали этого момента. Несмотря на то, что этот слух распространился, сторона Чудо-города была очень спокойна. Вице-мэр Чудо-города Мэн Цинву вышла, чтобы принять гостей, как старшая сестра Мэн Ин. Высокопоставленные члены Чудо-города, такие как Вивиан и Нангун Юнь, все пришли, чтобы принять участие в праздновании. Поскольку эти высокопоставленные члены не были обеспокоены, зачем наводить панику, город Западного моря праздновал уже несколько дней, и не было никаких признаков армий 3 имперских держав. Когда все почувствовали, что их сердце расслабляется, началась грандиозная свадьба. На этой свадьбе председательствовала лично Мэн Цинву. Она стояла на великолепной площади с микрофоном в руке, и ее голос разносился по всему городу: «Добро пожаловать, гости со всего континента! За то, что вы приняли приглашение на грандиозную свадьбу Чудо-города, я прошу Чудо-город и Лесной Альянс поблагодарить всех вас аплодисментами». Сказав это, Мэн Цинву поклонилась. Мэн Цинву можно было считать хорошо известным человеком на континенте. Если такой человек поклонился, то для них это огромная честь. Мэн Цинву продолжал говорить: «Наша свадьба продлится 3 дня. А торжества в городе продлятся целый месяц. В течение этого месяца транспортная система города Западного моря снимет свои ограничения, и все смогут приехать. Хорошее вино и деликатесы для всех, чтобы наслаждаться, и все это будет бесплатно». Все разразились радостными криками. Лесной Альянс действительно был невероятно богат. Только Чудо-город мог сделать что-то подобное. Глава 637. Богатые дары. Мэн Ин сидела в Хрустальном дворце и ждала. На ней было красивое свадебное платье, сшитое из более чем 300 различных драгоценных материалов. Каждая нить была сделана из бессмертного шелка ледяного шелкопряда из полярных областей. С них свисало в общей сложности 9999 жемчужин высшего качества из Западного моря. Каждый цветочный принт был выгравирован лучшими мастерами массива континента, и каждая деталь была с любовью создана лучшими из лучших. Ее свадебное платье использовало в общей сложности 300 нефритов высшего сорта и имело десятки тысяч выгравированных на них массивов, что позволяло ее красоте достичь уровня богини. Обувь, украшения и плащ Мэн Ин были сделаны с использованием лучших материалов на континенте и усилий многих людей. Стоимости вещей, которые носила Мэн Ин, хватило бы, чтобы купить целое королевство, не было необходимости упоминать личность Чутяня. Даже ее старшая сестра на этот раз вела себя как сумасшедшая.
Используя такой дорогой материал, чтобы сделать бесполезное свадебное платье, это было просто слишком расточительно. Мэн Ин немного нервничала, но ее сердце также было наполнено радостью. С Чутянем, который любил и защищал ее, и со старшей сестрой, которая безумно любила ее, могла ли она просить о чем-то еще в своей жизни? Мэн Ин скоро станет женой Чутяня, ее сердце прыгало вверх и вниз, заставляя ее нервничать и чувствовать себя счастливой. Она долго ждала этого дня, прошло уже 3 года с тех пор, как она встретила Чутяня. За это время многое изменилось, кроме ее отношения с Чутянем. «Ин, почему ты все еще сидишь здесь?» Вбежали Вивиан и Наньгун Юнь. Когда они увидели одежду Мэн Ин, их глаза загорелись. «Ин, ты действительно слишком красива!» — крикнула Вивиан преувеличенно громким голосом. «Эта одежда просто слишком красива, а она действительно заставляет всех завидовать. Было бы здорово, если бы у меня было такое же платье». Мэн Ин была немного смущена. «Если вам они нравятся, я попрошу Чутяня тоже дать вам такие. Могу ли я вообще взять его?» Наньгун Юнь кисло сказала: «Сделать комплект одежды легко, проблема в том, могу ли я использовать его или нет. Не все так благословенны, как Ин». Мэн Ин почувствовала себя еще более неловко. «Наньгун, на самом деле я знаю». «Ладно, не говори ерунды сегодня». Наньгун Юнь и Вивиан прервали Мэн Ин, подтягивая ее по одному с каждой стороны. «Быстро, церемония вот-вот начнется». Пение морского народа было очень чистым, бесчисленные морские раковины и инструменты играли звуки природы. 2 главных героя сегодня, Чутянь и Мэн Ин, наконец-то прибыли. Чутянь был одет в свадебное платье, но по сравнению с красивым свадебным платьем Мэн Ин, его платье было намного более элегантным. Когда эти двое стояли рядом, они казались парой, спустившейся с небес. Они сверкали так сильно, что люди почти не могли смотреть прямо на них. Наконец-то началось. В это время новости распространились по всему континенту. Армия Чудо-города столкнулась с армией Большой Сухой Империи в нескольких тысячах миль от города Западного моря, и это продолжалось 2 дня и 1 ночь. Площадь в 100 миль была покрыта трупами, и их кровь образовывала реки, выглядя невероятно трагично, но Чудо-город успешно остановил армию Большой Сухой Империи. Армия Большой Сухой Империи была полностью уничтожена, они не смогли даже добраться до территории Лесного Альянса. Эта новость не только вселила в людей уверенность, но и заставила признать силу Чудо-города. Даже 3 силы уровня Империи не могли вторгнуться к ним, разве на континенте существовала сила, способная угрожать им? Я думаю, что все уже давно ждут. Мэн Цинву громко объявила: «Итак, мы начинаем». На континенте было много разных стран, и каждая раса и страна имела свои собственные свадебные церемонии. Со всеми этими различными расами и стилями никогда не существовало единой устойчивой традиции. Лес Хаоса отличался от любого другого места, не имея никаких традиций вообще, и это было к тому, чтобы разработать церемонию самим. Чутянь вышел вместе с Ин. Мэн Цинву и Чутянь не любили, чтобы все было слишком официально, но эльфам нравилось нечто подобное. Они оба стремились к эффективности, красоте и глубине, поэтому церемония была разделена на 3 части. Клятва, контракт и жертва. Мэн Цинву держала микрофон, когда она сказала всем: «Теперь давайте пригласим нашего городского лорда и его жену объявить свои клятвы миру». Самая большая честь в моей жизни стоять здесь. Эта клятва была не более чем профессией взаимной любви, но здесь использовали микрофоны, чтобы запечатлеть их голоса, позволяя каждому слову передаваться по всему континенту, позволяя каждому почувствовать любовь. Чутянь говорил несколько минут с чувством, которое невозможно было подделать, прежде чем взял Ин за руки. «Ин, с этого дня я хочу быть с тобой как твой муж. Любить тебя и защищать до конца света, до конца времен, до конца наших душ. Ты хочешь выйти за меня замуж?» Немедленно раздалось пение. Атмосфера накалялась до предела. Мэн Ин уже не могла устоять на ногах от слез. Было много эльфов и людей, которых эта клятва растрогала до слез. Затем настала очередь Мэн Ин, поэтому она взяла микрофон и успокоила свои нервы. «Я не знаю, что сказать. Но Ин от волос до кончиков пальцев ног, от сердца до кожи, от души до духа вся принадлежит тебе. Я готова быть твоей женой хоть на край света, хоть на край света». Они обнялись и поцеловались на глазах у бесчисленных зрителей. Вивиан и Наньгун Юнь пребывали в оцепенении. Эти двое признавались в любви перед всем миром, это было поистине беспрецедентно. Это было слишком романтично и слишком завидно. Они тоже были женщинами, и если бы они могли иметь такую честь, то не пожалели бы, если бы умерли немедленно. Мэн Ин была на самом деле такой же. Она чувствовала себя самой счастливой женщиной в мире.
Мэн Цинву увидел счастливый вид Ин, и слезы появились в уголках ее глаз, в то время как ее голос также немного задохнулся. Она заставила себя успокоиться, а теперь давайте поздравим молодоженов. Давайте вступим во вторую стадию и подпишем вечный договор. У всех был удивленный взгляд. Что же это был за вечный договор? Может быть, они должны были подписать контракт, чтобы пожениться. Мэн Цинву объяснила, этот вечный контракт нечто, что городской лорд специально изобрел. Он использует кору древнего дерева жизни и воду вечного колодца, а также чернила. Этот договор не имеет никакой обязательной силы для людей, но он может сблизить души и души двух подписавших его людей. Даже если они находятся на противоположных концах света, они все равно могут чувствовать существование друг друга. Подписание этого договора будет длиться вечно, даже если душа человека вошла в цикл реинкарнации. В этом мире был такой странный контракт. Чутянь и Мэн Ин взяли по капле крови с пальцев, и золотой свет взмыл в небо. Энергия древнего древа жизни и вечного колодца просуществовала долго, прежде чем рассеяться. Это была сила, сравнимая с божественной энергией. Когда Мэн Ин подписала контракт, она словно почувствовала биение сердца Чутяня, его эмоции, его любовь и защиту к ней. Она почувствовала, как заполняется последняя пустота в ее сердце. Как только был подписан вечный контракт, они были навеки связаны друг с другом. Независимо от того, насколько далеко они были друг от друга, даже если они находились в разных плоскостях, они могли чувствовать эмоции друг друга, местоположение другой стороны, и если другая сторона была в опасности. Затем Мэн Цинву объявила, теперь мы вступим в третью стадию жертвоприношения. Жертвоприношение было шагом, необходимым для свадеб в большинстве частей континента, а также самым трудным и важным шагом. Обычно это был первый этап церемонии, но чудо-городу было на это наплевать. В глазах жителей чудо-города клятвы и контракты были важнее, жертвоприношения были чем-то, что они могли сделать с ними или без них. Но чтобы сделать свадьбу более пышной и роскошной, они провели большую церемонию жертвоприношения. Церемония жертвоприношения проходила очень медленно. Нангун Юнь и Вивиан остались с Мэн Ин в качестве подружек невесты, а Мэн Цинву осталась с Чутянем в качестве вице-мэра города, в то время как другие высокопоставленные члены чудо-коммерции стояли позади них. Все эти люди пришли к алтарю на великую церемонию жертвоприношения. В этом жертвоприношении использовался материал стоимостью более миллиарда золотых монет. Энергия и сущность материалов, использованных в жертвоприношении, мгновенно распространились по городу, позволив Мэн Цинву, Мэн Ин и другим высокопоставленным членам чудо-города прорваться через слой. Хотя другие люди были немного дальше, когда они купались в этом виде энергии, люди обычно получали большое увеличение базы культивирования. Были некоторые люди, у которых были травмы много лет назад, которые были мгновенно исцелены. Все три этапа завершены. Мэн Цинву выглядела очень расслабленной и счастливой. Это было не только из-за увеличения ее культивации, это было больше потому, что младшая сестра наконец обрела счастье, пусть праздник начнется. «Да здравствует!» — выкрикнули миллионы участников свадьбы. Нормальные гости отправились наслаждаться празднествами в городе, в то время как более богатые гости отправились наслаждаться лучшим в мире пиром в космическом отеле. Где бы они ни были, все это было бесплатно. Конечно, хотя они ничего не брали за свои услуги, люди, которые приходили на свадьбу, будь то обычный человек или император, они не приходили с пустыми руками. Просто основываясь на одних подарках, они заработали в 10 раз больше, чем потратили. Чутянь привел Мэн Ин в чудесный королевский дворец, который был записан и транслировался по всему континенту. После того, как они прибыли в чудо-королевский дворец, послы из разных стран вышли вперед, чтобы поздравить их. «Я, великий король происхождения империи великого происхождения, послал этого великого генерала, чтобы поздравить вас, принеся 10 бессмертных трав в качестве подарка. Империя облачного ветра послала мудреца, чтобы он пришел поздравить вас. Мы приносим в дар 2 зависимые страны с населением свыше 2 миллиардов человек. Поздравляем городского лорда Чутяня с вашей свадьбой. Богатые дары, которые давали империи далеких континентов, ошеломляли людей. Среди них было божественное оружие, бессмертные травы, люди и земля. Это было драгоценным, такие щедрые дары показывали, как теперь страны континента одобрили позицию чудо-города. Но все поняли, что были шокированы слишком рано. Когда церемония дарения была наполовину закончена, произошло мощное прерывание. Территория дракона, море преисподней, темный ночной лес, империя диких зверей, пылающая небесная империя и империя луны ветра захватили большую сухую империю и предлагают ее городскому лорду Чутяню. Поздравляем городского лорда с вашей свадьбой. Когда эта новость была передана по всему миру, все были безмолвны.
6 правителей послали императора в дар чудо-городу. Был ли в этом мире более властный и могущественный дар? Это была необычная позиция, это был император. Чутянь расхохотался, узнав об этом. Это было тяжело для вас 6, приходите и присаживайтесь. Если ты осмеливаешься давать, а отец осмеливается принимать, то в этом нет ничего невероятного. Разве это не просто император? Отныне он — пленник чудо-города. На этот раз люди континента не просто узнают, насколько богат и могуществен город, они также узнают, насколько властный городской лорд Чутянь. Глава 638. Освобожден. Свадьба в городе Западного моря. Она потрясла весь континент. 6 человек на уровне императора сделали беспрецедентный подарок. С другой стороны, для 6 существ, которые могли бы вызвать дрожь по всему континенту, топнув ногой, чтобы лично появиться на сцене, уже было достаточно шокирующим. Просто исходя из этого, они придали чудо-городу значение и почета в глазах других. Не говоря уже о невероятном подвиге, который они совершили. Хотя слава Чутяня на континенте была не так уж мала, он еще не достиг того же уровня, что и они. Эти 6 человек фактически захватили императора на том же уровне живым и использовали его в качестве свадебного подарка для Чутяня. Этого было достаточно, чтобы показать отношение 6 сил к лесу хаоса. Большая сухая империя прочно обосновалась на континенте, и теперь, когда их император был схвачен, трудно себе представить последствия для большой сухой империи. Чутянь мог перешагнуть через империю, чтобы поднять свою собственную славу. 6 императоров решили поддержать Чутянь в том же самом пиковом положении, что и они. Это продемонстрировало решительность 6 крупных сил для долгосрочного сотрудничества с чудо-компанией и чудо-городом, будь то Чутянь или влияние Лесного союза на континенте, этот свадебный подарок принесет большое влияние. Лесной альянс взмыл бы в небо при поддержке 6 крупных держав. Кто осмелится в одиночку противостоять чудо-городу на континенте, в будущем чудо-город будет связан ядром сотен стран. Чудо-город может даже стать ядром экономики континента в будущем. Это была большая перемена в истории, но и большой шанс. Свадебная церемония продолжалась, и все виды богатых подарков продолжали приходить, как снежинки. В истории континента никогда не было свадьбы императора, которая имела бы такое большое влияние, как свадьба Чутяня. Чутянь был очень доволен выступлением 6 человек, это было так называемое «мудрый человек знает, когда подчиниться». Они, казалось, вели себя хорошо по отношению к Чутяню, но они просто инвестировали в него. Поскольку у них не было причин останавливать возвышение Чутяня, почему бы не воспользоваться этим и не помочь ему? Не было никакой другой причины для этого, кроме как получить лучшее положение для себя в будущем. Давайте поднимем бокалы за тост, мы желаем, чтобы городской лорд и его жена жили в счастье вечно. Все гости в чудесном королевском дворце подняли бокалы, чтобы благословить эту выдающуюся новую пару. Мэн Ин ходила в свадебном платье, чтобы поблагодарить всех гостей, различных королей и патриархов. Все эти люди встали, выказывая крайнее уважение Ин, даже пытаясь польстить ей. Это заставило Мэн Ин почувствовать, что она была во сне. Теперь, когда люди относились к ней с уважением, они должны были знать, что если бы это было 3 или 4 года назад, они могли бы уничтожить южную летнюю страну одним взмахом руки. Мэн Ин в то время была маленькой девочкой, которая весь день хлопотала об учебе в обычном городе южной летней страны. Кто бы мог подумать, что судьба окажется такой странной, позволив такой обычной девушке, как она, достичь вершины мира всего за несколько лет. Мэн Ин обладала тщеславием обычной девушки, но это тщеславие было очень легко удовлетворить. Тогда она просто хотела выйти замуж за хорошего человека, который мог бы помочь ее старшей сестре выделиться в городе Южного неба. Сама того не ведая, она стала императрицей и воссела над страной вместе с человеком, сотворившим чудо. Банкет продолжался почти весь день. Все богатые подарки были преподнесены. Все тепло болтали друг с другом, поскольку такая возможность была уникальной на континенте. Чтобы принять участие в этой свадьбе, они не возражали срезать свое мясо, чтобы сделать гигантский подарок. Была очень важная мотивация и причина стать вип-персоной чудо-королевского дворца. Чем выше становился порог чудотворной торговли, тем больше людей ломали себе головы, чтобы войти. Это было потому, что чем выше порог, тем меньше число членов. Каждый человек, который мог бы стать VIP-персоной чудо-королевского дворца, находился на вершине континента. Нынешний континент отличался от прежнего тем, что с появлением транспортных башен он позволил людям, которые не могли быть собраны раньше, собраться вместе и работать вместе. Поэтому это было очень важное общественное событие, они могли подружиться с различными королями, патриархами и лордами, чтобы приветствовать будущие события и выгоды.
Мэн Цинву тихо доложила Чутяню: с учетом грубых расходов, мы заработали около нескольких миллиардов исходных камней от этой свадьбы. Так много. Конечно, вы этого не знаете, но ради этого шанса есть много маленьких стран, которые опустошили большую часть своих сокровищниц ради одного места. Чутянь был очень доволен. Это была не просто самая роскошная и влиятельная свадьба на континенте по сей день, это была также свадьба, которая принесла больше всего денег. Это было как раз вовремя. Чутянь вошел в конференц-зал чудесного королевского дворца. Это был последний этап свадьбы, на который все обращали внимание. Чудо-коммерция посредством различных передач разослала всю конференцию по всем уголкам континента, сообщив всем о последних событиях. Конференц-зал уже был заполнен людьми. Первый ряд был заполнен различными императорами. Во втором ряду находились делегаты, присланные от держав уровня империи. В третьем ряду находились короли уровня воюющих королевств и патриархи различных крупных кланов. Во-первых, я очень благодарен всем за поддержку этой свадьбы. Чтобы не подвести всех ожиданий, я больше не буду терять времени. Чутянь прошел в центр по красному ковру и встал на высокой сцене. Он не дал никаких любезностей и объявил гостям на месте, а также всему миру: я воспользуюсь этим благоприятным днем, чтобы объявить несколько вещей. Все мгновенно замолчали. Каждый человек затаил дыхание с восторженным вниманием, пытаясь услышать каждое слово, сказанное Чутянем. Чудо-компания будет сотрудничать со всем континентом с нашими основными технологиями, включая телепортацию, пространственный транспорт, связь и другие области. Мы свяжем весь континент в течение 3 лет. Чтобы поблагодарить всех за их поддержку, каждый получит приоритет. Хотя технология чудо-компании имела очень высокую известность на континенте, место, на которое она могла непосредственно влиять, все еще были только западным регионом континента. Из тех гостей, что пришли сегодня на свадьбу, большинство сил и их районов не имели там никаких транспортных башен. Там также не было космических складов, которые представляют новую эру торговли. Сотрудничество чудо-компании не ограничивалось только их союзниками, любая область континента и любая сила имели возможность сотрудничать с чудо-компанией. Такая модель сотрудничества была очень простой. Проще говоря, различные места будут забирать ресурсы и обеспечивать защиту, в то время как чудо-город забирал их технологию и обеспечивал техническое обслуживание. Конечный продукт будет разделен соответствующим образом, причем чудо-город обычно занимает только половину. С появлением чудо-торговли другие державы были очень обеспокоены. Особенно с учетом того, что 6 империй взяли на себя инициативу, уже построив подвижную транспортную систему и систему связи, которая охватывала всю их территорию. Мало того, что они начали получать большую прибыль, у них также было производство чудо-шлема, приносящего им большую сумму. Поскольку это было так. Готовы ли они отстать от других держав? Державы континента не желали отставать от других. Чудо-коммерции нельзя было угрожать или двигаться против, так что даже если бы они дали высокие условия, это можно было бы обсудить. Для этого им стоило потратить весь этот капитал, чтобы приехать сюда. Во-вторых, чудо-компания откроет все наши платформы для сотрудничества. Наш чудо-торговый центр ищет торговцев со всего мира, чтобы собраться вместе и создать самую большую коммерческую платформу на континенте. Мы также ищем новых партнеров для развития космического пространства и подземного мира. Кроме того, чудо-компания имеет большое количество информации о скрытых сокровищах, причем 7 из них относятся к Великой Древней Эпохе, а более 20 к Древней Эпохе, а также бесчисленные руины меньшего размера. Мы готовы развивать все это вместе со всеми. Чудо-город обладал самой мощной коммерческой платформой на континенте. Торговый центр Чудо был основан на космическом складе, уже ставшем самым популярным методом покупок на западном континенте. Он нарушал границы площади и пространства, позволяя людям покупать лучшие товары на континенте, даже не выходя из своих домов. Эльфы, нежить, великаны и многие другие мелкие расы. Они были замкнутыми расами и не любили взаимодействовать с другими или были очень слабы, поэтому им было трудно торговать с другими расами. Теперь они могли использовать эту коммерческую платформу для решения этих проблем. Духовные звери и гномы были расами слабыми в торговле, но теперь они могли использовать эту публичную платформу, чтобы заработать большие суммы. Это было действительно очень хорошо для всех людей. Вот что всех удивило. Чутянь фактически объявил, что чудо-коммерция содержит много древних руин и скрытых сокровищ. Это была информация, ценность которой невозможно было оценить, но он был готов поделиться ею. Третий и самый важный вопрос заключается в том, что чудо-континент, на строительство которого чудо-город потратил неизмеримое количество крови, пота и слез, будет открыт сегодня. Все встали и зааплодировали. Большая часть людей, которые пришли на свадьбу, заплатила именно за эту новость.
После этого мы объявим информацию о чудесном континенте, и он откроется через час. У кого есть чудо-шлем в назначенное время, они могут использовать его, чтобы войти на чудо-континент. Пока Чутянь давал простое представление, Мэн Цинву передавала подробную информацию о континенте чудес в различные отделы торговли чудес или непосредственно через шлемы чудес. Континент чудес был миром бесконечных возможностей. Было много вещей, о которых люди не думали, но они могли бы сделать, если бы у них была такая возможность. После этого краткого и шокирующего заявления все было кончено. Чутянь покинул сцену. На этом церемония бракосочетания закончилась. Глава 639. Открытие чудесного континента. Чутянь ушел после того, как он закончил говорить. Оставшееся время было предоставлено другому высокопоставленному члену чудо-компании для управления. Праздник в чудесном королевском дворце продолжался несколько дней, чтобы компания могла обсудить сотрудничество с различными партиями, а также позволить этим людям общаться друг с другом. Чутянь держал Ин за руку, пока они шли к боковому дворцу чудесного королевского дворца. «Вы двое сегодня здорово покрасовались». «Верно, верно, вы действительно вызвали такой переполох». Несколько крупных персонажей из Miracle Cameras ждали здесь уже давно. Все они поздравили Чутяня. Все это было ожидаемо. Чутянь подошел к Мэн Цинву и спросил, как идут приготовления. «Успокойся, мы уже так долго готовились, что никаких происшествий не будет». Вивиан и Наньгун Юн испытывали смешанные чувства по поводу сегодняшнего дня. Они видели, как их лучшая сестра Ин выходит замуж, поэтому они были счастливы за нее, но они также чувствовали себя потерянными, когда видели, что их уважаемый старший брат или самый почитаемый человек находится вместе с их лучшей сестрой. Они вдвоем довольно много выпили на банкете и теперь выглядели слегка пьяными. Чудо-континент вот-вот откроется, они должны были пить, чтобы облегчить нервозность. Информация о чудесном континенте уже была обнародована. Континент чудес был глубоким миром, который имел неограниченные возможности. По правде говоря, нынешний масштаб чудо-континента не составлял даже 1% от реального мира, но там уже было несколько сотен городов. Конечно, несколько сотен городов были отделены друг от друга довольно большим расстоянием, и поначалу у них не было владельцев. Многие из этих городов уже были заняты чужеземными расами или животными. Любой желающий мог захватить эти города, став правителем континента чудес, но исходили они из того, что сначала нужно победить этих виртуальных обитателей. Главной темой континента чудес были менеджмент, социальное взаимодействие, бизнес, развлечения и мир. Было уже более 600 городов, которые были развиты, и каждый город мог легко вместить более 10 миллионов человек. Чудо-континент только что открылся, и там был только один доступный город, который был главным городом всего континента. Он был назван священным городом континента чудес. Это был единственный официальный город и самый важный и обширный город на всем континенте. У тебя не было идеи. Это было очень просто. В настоящее время в этом городе проживает более миллиарда человек. Какого масштаба миллиард человек? Эти маленькие и большие королевства не могли иметь такого населения. Если коммерция создала город, способный вместить целый миллиард человек, этот город определенно может стать королевством. Площадь чудесного священного города была просто слишком велика, поэтому по всему городу были тысячи транспортных точек, что позволяло людям, живущим в нем, быстро перемещаться по городу. Кроме того, священный город был разделен на более чем 20 различных районов. Там был лесной район, болотный район, дикий район, район высоких равнин, район ледяных равнин, подземный район. Этот город мог принимать людей всех рас, подчеркивая богатое разнообразие священного города, будь то императоры или простые граждане. Когда они увидели информацию о чудесном континенте, каждый человек был наполнен глубоким чувством волнения. Это было потому, что большинство мест на континенте чудес перемещались на 1/4 обычного времени, поэтому они могли оставаться внутри в течение 4 дней, в то время как снаружи проходил только 1 день. Это было равносильно увеличению их продолжительности жизни в 4 раза. У нас еще есть 5 минут. Все, быстро надевайте шлем. Чутянь, Ин и юная мисс надели шлемы, и перед их глазами появился плавающий экран. В настоящее время опция «Чудо-континент» все еще была серой, и над ней висел таймер. Все терпеливо наблюдали и ждали. Мэнин внезапно подумал о вопросе, как все встретятся после того, как мы войдем в чудесный священный город. Он слишком велик, и в него направляется довольно много людей, поэтому будет нелегко найти друг друга в людском море. Это вовсе не проблема, расслабься, жена городского лорда. Цзинь Ло, которая отвечала за духовный отдел, сказала с улыбкой, наши номера связи хранятся внутри шлема, поэтому после того, как наши умы войдут внутрь, мы можем просто использовать этот номер для использования духовной связи.
С другой стороны, мы все являемся высокопоставленными членами чудо-компании и имеем особые права на континенте чудес. Какие могут быть проблемы? Пока это не нарушает равновесие, мы можем просить Бога порядка о помощи. Бог порядка был умным мозгом, который поддерживал чудесный континент. Высокопоставленные члены чудо-компании имели особые права, поэтому им будет очень легко на континенте чудес. Пока они не слишком нарушали равновесие, Бог порядка мог решить любую из их проблем. 5, 4, 3, 2, 1. Начинайте. Мэн-Ин быстро нашла место, чтобы лечь первой. Когда чудо-континент активировался, волна духовной энергии хлынула в ее разум, мгновенно осветив мир перед глазами. Этот свет начинался постепенно, но быстро распространился по всему миру. Ее окружала тьма. Мэн-Ин чувствовала, как ее тело плывет над пустотой, лишённой гравитации. В это время в ее ухе раздался чистый голос: «Добро пожаловать на континент чудес. Поскольку это ваш первый раз, пожалуйста, создайте персонажа». Как только голос упал перед ней, появилось более сотни различных форм. Там были люди, духи зверей, эльфы и все виды различных рас. В центре стояла человеческая фигура, очень похожая на Мэн-Ин. Мэн-Ин спросила, есть ли какая-то разница. Свой собственный расовый характер свободен, и он может непосредственно войти на континент чудес. Если кто-то хочет стать чужой расой, первый персонаж будет стоить 10 исходных камней, второй будет стоить 100 исходных камней, и он будет продолжать расти без остановки. Теоретически каждый человек может создать бесконечное количество персонажей. Этот голос продолжал объяснять, у разных рас есть свои особенности и особенности. Мэн-Ин чувствовала, что это было очень интересно. После того, как она была человеком в течение нескольких лет в реальной жизни, она могла испытать нечто беспрецедентное, стать другой расой в виртуальном мире. Затем система сказала, модель персонажа может быть изменена во время его создания. Внешний вид может быть увеличен или уменьшен на 20%, и все, что после этого масштаба потребует дополнительных сборов. Мэн-Ин не знала, смеяться или плакать. Чудо-коммерция действительно умеет зарабатывать деньги. Еще до того, как она вошла на континент чудес, там уже было несколько сборов. Она решила стать эльфом и немного скорректировала свой рост, но она не слишком прикасалась к другим вещам, так что это было только увеличение на 8%. Поэтому ей не пришлось платить несколько долларов. Первый символ чужой расы был создан, 10 исходных камней были вычтены автоматически. Теперь вы соединяетесь с континентом. Когда Мэн-Ин открыла глаза, она обнаружила, что находится в эльфийском лесном городе. Вокруг нее появились десятки тысяч людей, каждый из которых выглядел как эльф, хотя в реальном мире они не были эльфами. Каждый человек оценивал свои новые тела и лица с чувством новизны. Поскольку на континенте чудес можно было изменить внешность, а свободный диапазон составлял 20%, даже люди с обычными лицами могли стать красавцами и красивыми мужчинами с этим увеличением на 20%. Не говоря уже о том, что некоторые люди даже брали исходные камни для увеличения на 50%, так что на континенте чудес было не так уж много людей, которые были слишком уродливы. Конечно, это не относилось к людям или красавицам, которые намеренно уменьшали свою внешность. Мэн-Ин оглядела свое тело. Она была одета как эльф, в простую одежду и держала в руке лук. Окно состояния в ее поле зрения показывало ее текущее культивирование, которое находилось в первом слое очищения тела. Даже культивирование может быть подавлено здесь, будь то император или обычный человек, каждый человек будет находиться в одной и той же исходной точке. Такой мир позволял людям отдавать все свои силы. «Ин, где ты?» «Я нахожусь в эльфийском городе лесной зоны». В голове Мэн-Ин раздался какой-то звук, и она сразу поняла, что это ее старшая сестра. «Старшая сестра, где ты?» «Собираемся в центре города». «Хорошо». Мэн-Ин не оценила ее внешний вид, как другие люди, она прямо попросила Бога порядка о пути к транспортной точке, а затем телепортировалась на площадь в самом центре города чудес. Эта площадь могла вместить сразу 3-5 миллионов человек, и вся площадь казалась сделанной из тонкого нефрита, с каждой тщательно вырезанной деталью. Там был гигантский фонтан, извергающий водяную дымку во все стороны, а также несколько золотых драконов, сидевших над ними, которые были стражами для чудесного священного града. Если кто-то посмеет причинить неприятности, эти золотые драконы выйдут, чтобы преподать им урок. Человек не может умереть на континенте чудес, точнее говоря, он может воскреснуть через 7 дней, если умрет. Конечно, если бы кто-то захотел вынуть несколько исходных камней, они могли бы немедленно возродиться в безопасном месте. Так что каждый человек здесь был бессмертным. «Ин, сюда!» Мэн Цинву превратилась в крылатую росу с белоснежными крыльями, Вивиан в маленькую цветочную фею размером с ладонь, а все остальные предпочли стать странными расами.
Только Чутянь остался человеком. «А где Наньгун? Меня кто-то ищет». Послышались тяжелые шаги. Когда все оглянулись, на лицах показались улыбки. Они увидели мускулистую рыжеволосую женщину-орка с кривыми зубами, которая была выше 2,5 метров ростом, идущую к ним. Мэнин была обескуражена. «Почему ты превратился в это? Ты не поймешь». Орк Наньгун Юнь рассмеялся и издал густой женский голос. «Быть красавицей может быть утомительно, и я чувствую, что это тоже весело». Глава 640. Виртуальный мир. Наньгун Юнь имела вкус, который не мог сравниться с обычными людьми, поэтому для нее не было так уж странно делать странные вещи. Впрочем, в этом и заключалось очарование континента чудес. Каждый человек может начать здесь все сначала, каждый человек будет на той же стартовой линии, каждый человек может испытать жизнь, которую он не мог испытать раньше. Хочешь ли ты стать орком, драконом или нежитью? Все, возможно, камни-источники реального мира могли бы помочь на континенте чудес, но это было в основном для выбора персонажей, оживления после смерти, а также других дополнительных услуг. Даже если у человека есть деньги, он не может полностью доминировать в виртуальном мире. Это давало многим нормальным людям очень большие возможности. Когда они все собрались, то решили прогуляться. «Городской лорд Чутянь, я никогда не думал, что встречу вас здесь. Чудо-континент действительно потряс меня. Это просто новый мир. Этот продукт действительно великолепен. Разве это не чепуха? Мне нужно, чтобы ты сказал это». Чутянь обернулся, и перед ним появилась высокая, абсолютная красавица. Хотя в ее внешности было сделано довольно много изменений, Чутянь все еще мог узнать ее с одного взгляда. Императрица Ветряной Луны. Императрица Ветряной Луны была одета в эльфийскую одежду и выглядела почти так же, как Мэн Ин. Эта императрица несравненной грации и стиля теперь давала людям очень простое и нормальное чувство, не испуская никакой ауры, которая давила на людей. Императрица Ветряной Луны оглядела свое тело. «Я никогда не думала, что однажды стану эльфом». «А другие величества?» Смеясь, спросил Чутянь. «Не упоминай о них, они сходят с ума, придумывая персонажей, пробуя разные расы. Этот старик из Пылающей Небесной Империи действительно создал персонажей более чем 30 различных рас, пробуя их одну за другой. Что же касается бессмертного старика из моря преисподней, то он наконец-то освободился от своей немертвой формы и обрел способности живых. Он наконец-то может наслаждаться счастьем еды и питья, поэтому он должен бродить вокруг с группой своих последователей». Все посмотрели друг на друга в полном смятении, не зная, что сказать. Эти ребята были по-настоящему богаты. С такими людьми вокруг им не нужно было беспокоиться о том, что чудо-континент зарабатывает деньги. Но раз уж мы заговорили об этом. Императрица Ветряной Луны очень восхищалась Чутянем. Городской лорд Чутянь действительно мастер своей эпохи. Это место не только идеально, оно наполнено приятными сюрпризами. Только на континенте чудес эта императрица не может приспособиться к потере моего культивирования. Не могли бы вы помочь восстановить часть моей силы и позволить этой императрице играть счастливо? Боюсь, что не смогу этого сделать. Что? Ты даже не можешь вернуть мне этот кусочек силы? Я могу дать вам исходные камни, сколько вы хотите. Чутянь серьезно ответил, это не проблема исходных камней. Самое большое очарование нашего чудесного континента заключается в том, что каждый человек может начать здесь все заново. Если я сделаю исключение для вашего величества на этот раз, другие величества будут искать меня во второй и третий раз. Там не останется никакой справедливости, и это просто станет местом обмена. Разрушит ли это красоту этого места? Императрица Ветряной Луны нахмурила брови, но она чувствовала, что это разумно. На самом деле, чтобы гарантировать справедливость континента чудес, мы отдали власть полностью управлять этим миром богу порядка, сформированному из умного мозга. Даже если это я не могу легко изменить бога порядка, поэтому я надеюсь, что императрица простит меня. Императрица Ветряной Луны выглядела недовольной, но она не заставляла Чутяня. Она очень уверенно сказала: «Забудь об этом, забудь. Если я могу стоять на вершине в реальном мире, тогда, естественно, я могу стоять на вершине чудесного континента. Я презираю использование такого рода скрытых методов. Но вы должны сказать мне, как увеличить мое развитие и мое влияние». Чутянь засмеялся. «Это очень просто. Разница между континентом чудес и реальным миром заключается в том, что это мир, в котором смешиваются реальность и игра. Он может быть распределен на две разные области, городскую и дикую. На самом деле очень легко увеличить свою силу. Вы можете пойти и бросить вызов пробным башням в районе города для получения материалов для выращивания и создания оборудования. Вы также можете отправиться в дикую природу и искать демонических зверей, чтобы убить тех, кто будет сбрасывать все виды материалов.
Что касается усиления вашего влияния на континенте чудес, когда вы исследуете достаточно далеко в дикой природе, вы сможете найти много городов и поселков в дикой природе. Эти города и поселки населены могущественными монстрами или местными жителями, и первый, кто их покорит, получит право облагать их налогами и получать другие льготы. Естественно, эти города могут быть атакованы и оккупированы, что делает конкуренцию на чудо-континенте более интересной. Глаза императрицы Ветряной Луны мгновенно загорелись. Теперь она наконец поняла, почему раннее появление на континенте чудес имело свои преимущества. Этот чудо-континент будет иметь гигантский виртуальный рынок в будущем, так что тот, кто установит свою власть на чудо-континенте первым, сможет иметь большое влияние. Это влияние существовало не только на континенте чудес, но и могло влиять на реальный мир. Интересно, очень интересно. Нангун Юнь сказала громким и глубоким голосом: «Раз у нас есть время поговорить об этом, как насчет того, чтобы просто пойти посмотреть?» Все верно, мы можем просто взглянуть. Люди из чудо-компании повели императрицу к транспортной башне. Мэн Цинву выбрала место, и они телепортировались на южную окраину священного города. Южная окраина священного города представляла собой большой участок луга, на котором не было ни одной фигуры. В конце концов, континент только что открылся, и большинство людей все еще бродили по священному городу. Вероятно, пройдет еще несколько дней, прежде чем выйдут другие люди. Императрица Ветровой Луны удивленно воскликнула: «Почему здесь так много зверей?» На лугах обитали самые разные звери. Там были волки, быки, аллигаторы и другие виды животных. Людям казалось странным, что эти звери могут видеть друг друга, но они жили в мире. Такая сцена была невозможна для реального мира. Цзинь Ло объяснила императрице: это охотничьи угодья южных окраин. Дебри континента чудес можно разделить на охотничьи и дикие. В дикой местности есть экосистема, похожая на реальный мир с нормальной биологической цепочкой. Охотничьи угодья не имеют биологической цепи. После того, как монстры умрут в охотничьей зоне, по прошествии некоторого периода времени они естественным образом возродятся. Это особое место для охоты. Мы используем этот регион в качестве отправной точки и начнем исследовать континент. Нангун Юнь подняла свой гигантский топор и бросилась вперед, как баран. «Я убью одного, прежде чем говорить». Дикие овцы были самыми слабыми чудовищами. Если бы дикая овца в реальном мире увидела орка, поднимающего гигантский топор, она бы убежала, не раздумывая. Но эта охотничья территория была предназначена для людей, чтобы охотиться на добычу, поэтому она не могла быть заполнена существами, бегающими вокруг. «Верно, ба!» Овца закричала и подняла рог, чтобы напасть. Хотя развитие Нангун Юнь теперь было очень слабым, это не было похоже на то, что она не могла победить овцу. Она быстро повалила овцу на землю, но ее тело было покрыто несколькими ранами. После того, как овца умерла, ее труп рассыпался в шары света, и на земле осталась только пара овечьих рогов. Нангун Юнь подняла рог и радостно сказала: «Ха-ха, вот и добыча». Императрица Ветряной Луны чувствовала, что это очень необычно. Монстры бросят добычу, как только умрут. Эти вещи можно было вывести в город, чтобы обменять на ресурсы или использовать для создания оборудования или лекарств. Такого рода метод медленного увеличения своей силы, даже для императора, был рабочим. Таким образом, каждый человек должен был потратить одинаковое количество времени, не было никаких коротких путей вообще. «Пошли отсюда». Они начали охотиться на добычу, убивая овец, быков, волков и аллигаторов. Чем больше монстров они убивали, тем больше у них было добычи. Эти монстры в основном сбрасывали очищающие предметы, но они также сбрасывали травы, которые были очень ценным ресурсом в начале. Но когда они углублялись в луга, это было уже не так страшно. Внезапно над ними пронесся мощный рев. Выражение лица Вивиан упало. Это плохо, появился большой монстр. Не успели они насторожиться, как из луга выскочил золотой лев. Он был выше 2 метров ростом и имел мощное тело, испускающее мощную ауру. Черт возьми! Все бегите! Это элитный 9-й слой облагораживания тела монстра. Все быстро повернулись, чтобы бежать. Императрица Луны Ветра нахмурила свои тонкие брови. Просто тривиальный 9-й слой утонченности тела монстров, и вы хотите, чтобы императрица бежала? Куда подевался бы престиж такой императрицы? Чутянь сказал ей: «Ты всего лишь маленький культиватор 1-го слоя очищения тела. Разве лучше умереть, чем потерять лицо?» Императрица Ветряной Луны считала это разумным, бежать было лучше, чем быть убитой, но было уже слишком поздно. Золотой лев послал луч энергии из своей пасти, который приземлился на ее тело. Императрица была разбита вдребезги с криком ужаса и исчезла без следа.
Уважаемая императрица была фактически убита демоническим зверем первого уровня, остальные тоже не могли убежать. В конце концов, разница в силе была слишком велика. Золотой лев догнал их и одним ударом по лицу отправил всех на небеса. На континенте чудес не было настоящей смерти, но когда персонаж умирал, он мог воскреснуть только через 7 дней. Конечно, можно было использовать исходные камни, чтобы быстро возродиться, и количество было основано на культивировании персонажа. Персонаж в первом очищении тела стоил только 5 исходных камней, чтобы возродиться, поэтому все оживали без колебаний. Императрица ветряной луны появилась перед всеми с лицом, покрытым смущением и гневом, этот слабый демонический зверь первого уровня, и если бы это был реальный мир, даже если бы их было 10 тысяч, я могла бы уничтожить их одним пальцем. Я никогда не думала, что они убьют меня здесь. Императрица, не сердитесь. Вивиан быстро успокоила ее. Мы собрали большое количество ресурсов, мы можем обменять их на таблетки позже, которые могут увеличить нашу силу. Правильно. Нангун Юнь также сказала, нам не нужно идти в дикую природу, в священном городе есть более сотни пробных башен. Мы можем пойти попробовать пробные башни, таким образом, будет больше шансов получить травы, и мы даже можем получить редкие методы культивирования. Когда мы станем сильнее, еще не поздно будет отомстить. Гнев императрицы уже исчез, и его сменил интерес к континенту, поэтому у нее был большой интерес к испытательной башне. Она посмотрела на Чутеня, городской лорд, пойдем с нами. На этот раз я не буду участвовать. Чутянь беспомощно пожал плечами. Вы все знаете, моя свадьба еще не закончена, у меня нет так много времени, чтобы играть с вами. Разве это не так? Императрица была очень разочарована. Забудьте об этом, 1 или 2 человека не будут иметь значения. Императрица прямо проигнорировала его и нетерпеливо сказала остальным, тогда пошли. Хорошо. Вивиан и Нангун Юнь были людьми, которые любили играть. Мэн Цинву, Цзинь Ло и остальным сейчас было нечем заняться. Эта группа людей сформировала небольшую исследовательскую группу и направилась к ближайшей испытательной вышке.